Доброй ночи, дорогие подписчики, зрители нашего канала. Очень рад, что вы смотрите меня, комментируете, кто комментирует. У меня большая просьба, если вам действительно нравится то, что я делаю, и моя работа, и как я это делаю, большая просьба, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, поставьте комментарий. Значит, сегодня я расскажу об одной ситуации, которую я сейчас буду заканчивать. К сожалению, большей части работы вы не увидите, потому что почти все я уже закончил. Значит, но я расскажу вкратце историю. Значит, 22 года назад молодой парень из Узбекистана приезжает покорять Москву на стройку. У него уже есть жена в Узбекистане, и он думает, что он покорит сейчас Москву и привезет жену. У этого парня начинает все получаться. Он сначала работает на стройках, долго и упорно. Потом начинает становиться прорабом, все крупнее и крупнее, начинает нормально зарабатывать. Потихоньку перевозит жену. Потихоньку с разным промежутком времени у них заводится в Москве 2 детей. Жена получает гражданство, он получает гражданство в Российской Федерации. Живут они все хорошо, вместе планируют, муж более-менее хорошо зарабатывает, женщина тоже не сидит, только с детьми, тоже работает. Они вместе вроде дом заработали, построили дом, какую-никакую машину купили, Toyota Camry, предположим, ну, что-то в этом роде. Вот. Строят дальше какое-то будущее, купили какую-то еще землю. И в один прекрасный момент мужчине уже исполняется по 45-46 лет. Младшему ребенку у него 12 лет, девочке 15. Он встречает более молодую узбечку, которая только приехала и захотела зацепиться в Москве, и влюбляется в эту узбечку. Параллельно жена начинает узнавать, что муж все хуже и хуже к ней относится и куда-то загуливает. Вот. В этот момент он просит, они только достроили дом, в котором собирались жить всей семьей. В этот момент он достроил дом и говорит: ну давай тебе лучше в съемной квартире поживи, а вот к нам в дом, который мы построили, приедут родственники. И как потом оказывается, он туда перевозит свою более молодую узбечку и начинает с ней жить. И с ней живет 4-5 дней, там 2 дня, приезжает домой. Когда об этом узнает жена, естественно, в истерике, у нее уже полжизни прошло. Она родила детей, старалась, работала, делала все для этого мужчины, любила его, подчинялась его правилам и законам. Вместе они строили быт и жизнь. Когда жена узнает, начинает ему об этом говорить, он говорит: ну да, у меня теперь есть и ты, и вот другая жена. Хочешь — мирись, хочешь — не мирись. И в этот момент он умудряется взять на жену кредит на более дорогую машину. И по факту получается, что этот кредит платит она, а за квартплату, аренду платит он. То есть то, что он обещал, что он будет оплачивать, а у нее зарплата там 50 тысяч, она на эти 50 тысяч детей кормит и аренду оплачивает. В итоге все дошло до того, что эта женщина с его родственниками начала жить в этом доме, который они строили вместе. А он иногда приезжает и начал сильно избивать свою жену и своих детей. У человека что-то перемкнуло в голове. Более того, эта узбечка обратилась к магам, которые сделали достаточно сильный приворот. И он все больше и больше уходил от семьи и пытался навесить какие-то кредиты на свою жену, чтобы она за них платила. Естественно, она начала отказываться. И он вообще почти перестал жить и помогать этой семье. В данном случае
Я взялся за эту работу. В данном случае надо снимать приворот, который сделала молодая любовница, с которой он сейчас живет. Надо сделать сильный приворот и узду, чтобы сексуальные отношения он мог иметь только с одной женщиной, это с женой. Вот, поэтому мы сегодня закончим эту работу. Сейчас уже, наверное, под 4 часа утра. Я серьезно устал, и, возможно, я говорю как-то неправильно уже. Ну, прошу прощения, потому что уже очень поздно, я очень сильно устал. Поэтому давайте заканчивать работу. Не забудьте поставить свой комментарий, лайк, подписывайтесь. Поехали!
короче, режь, чтобы он больше не изменял своей жене и не предавал ее. Накажем этого мужчину.
Ну вот мы и закончили. Всего хорошего. До свидания.